дорогие дамы и господа, меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайк, подписка. Начнем. Сегодня у нас есть ряд важных макроэкономических показателей. Индекс S&P, индекс закупок товаров в непроизводственном секторе и количество открытых вакансий за октябрь месяц. Это действительно важные макроэкономические показатели, которые будут влиять на индекс Dixie. Dixie влияет на евро-доллар и на другие активы, которые торгуются по отношению к доллару. Завтра у нас будет non-farm в несельскохозяйственном секторе и запасы сырой нефти. В четверг первичные заявки на пособие по безработице. В пятницу ВВП за третий квартал по Японии, индекс инфляции по Германии. А через неделю уже будет ожидать индекс инфляции по Америке. Среднечасовая оплата в Америке, non-farm Америка и уровень безработицы. Тоже важный индекс, который потом покажет нам предположительно, что можно ожидать по процентной ставке доллара. Процентная ставка доллара пока что на уровне 97,5, что меняться не будет, что на этом уже заканчивает свою такую ястребиную политику ФРС. Дальше будет уже, наверное, снижение после какого-то из этих заседаний ближе к марту, наверное. Но пока цифры такие. Никей дошли до цели, про которую мы говорили, 32 700. Предполагаю, что, наверное, чуть ниже спустимся в уровень FIBA 0.236. Здесь еще скользящая сотая, поэтому мне кажется, что перед каким-то откатом, наверное, спустимся в район 32 300, и потом уже будет какое-то откатное движение. Европа, ожидаю через откат продолжения движения вверх. Евро-доллар, пока еще не буду говорить, что закончилась коррекция. Почему? Потому что по индекс доллару я еще вижу возможное поднятие вверх в сторону 104,4. И благодаря этому евро-доллар может еще спуститься вот сюда, вот вниз в сторону 1.077. S&P, как видим, в боковике удерживают. Мы с вами говорили уже об этом. Почему? Потому что 15 декабря экспирация опционов, уровень интереса 4600, поэтому будут удерживать в районе 4500, 4600 в этом диапазоне. Возможно, даже чуть выше пытаются его закинуть, чтобы можно было спокойно выгрузиться по комфортным ценам маркетмейкеру. NASDAQ, здесь картинка чуть-чуть слабее. Признаки коррекции здесь можем спуститься даже в район 15 550. Также NASDAQ показывает, что затронет ряд технологических компаний, которые торгуются в NASDAQ, в индексе NASDAQ, поэтому посмотрите внимательно, там какие активы будут коррекционно смотреться. Капитализация криптовалютного рынка, пока не будем кричать о том, что это разворот, что закончилось какое-то движение лонговое. Почему? Потому что здесь основной уровень сопротивления в стороне 1,6 триллионов долларов. То есть сейчас сделал рост биткоин, потом с биткоина могут перейти в альткоины, и потом уже капитализация рынка может дойти до этого уровня. Капитализация альткоинов, видим, что сильно не пошла вверх, когда хорошенечко вырос биткоин, поэтому есть потенциал еще вырасти у капитализации альткоинов до конца этого года. USDT пока не буду говорить о том, что он здесь будет набирать свою силу. Больше вероятности, что свою силу он будет набирать в районе 5.25. То есть еще рынок может подрасти в целом, а USDT может спуститься вниз и только уже здесь начинать свой какой-то набор и основку своего снижения. Доминация биткоина, видим, что здесь притормозилась на предыдущем хае 54.38. Возможно, сформируется двойная вершина, и здесь будет какой-то разворот и снижение по доминации биткоина, ну и рост, понятное дело, альткоинов. По биткоину пока не будем кричать о том, что здесь будет разворот. Почему? Потому что пока актив находится выше 7 скользящей. Ни в коем случае нельзя разворачивать рынок, но пока смотрится, что вроде здесь будет какая-то основка по лонговому движению биткоина. Эфир, картинка та же самая. Но здесь я хочу обратить внимание, так как эфир это все-таки альткоин, я хочу обратить внимание на уровень 2140 долларов. Если эфир закрепится выше уровня 2140 долларов, здесь может быть продолжение. И продолжение может быть в сторону 2400 долларов. Это что касательно эфира. На этом буду заканчивать наш обзор. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отмечайте колокольчик, чтобы быть в курсе следующих выпусков новостей. Всем желаю большого профита, попутного тренда, всем пока.